Привет, это подкаст «Нация». Здесь мы разбираем горячие темы дня и собираем нацию думающих людей. Сегодня у нас в фокусе несколько ключевых событий, которые реально волнуют людей и вызывают большой резонанс. Без военной тематики, только политика, экономика и общество. Итак, начнем со второй волны протестов во Франции. Вызовы для власти и общества. Одной из центральных тем, которые сегодня обсуждаются во многих СМИ и социальных сетях, стала вторая волна массовых протестов во Франции. После недавнего падения правительства Байру правительство Эммануэля Макрона столкнулось с серьезными проблемами. Причиной протестных настроений является резкое недовольство населения экономической политикой и социальными реформами. Леворадикальные партии и активисты выступают за отставку Макрона и радикальные политические перемены. Эти протесты сопровождаются забастовками, демонстрациями и даже столкновениями с полицией, что вынуждает власти искать компромиссы и одновременно держать жесткую линию. Эксперты считают, что протесты, которые сейчас происходят во Франции, не только против текущей экономической политики, но и выражение глубокого кризиса доверия общества к власти, институтам и политической системе. Для канала подкаста «Нация» важно подчеркнуть, что такие вот протесты отражают не только локальные проблемы во Франции, но и более глобальные вызовы в странах с развитой демократией, где социальное неравенство и растущее давление на средний класс порождают новые формы политической мобилизации. От протестов во Франции переходим к следующей теме. Это парламентские выборы в Норвегии, налог на богатство и политика будущего. Другим ярким событием европейской политики сегодня стали парламентские выборы в Норвегии. Главным вопросом избирательной кампании оказался предложенный налог на богатство, который обострил дискуссии о социальной справедливости и перераспределении дохода. Сторонники налога говорят, что в условиях роста неравенства и концентрации капитала налог необходимый для финансирования социальных программ и поддержания высокого уровня жизни, но противники считают, что это может снизить инвестиционную активность и затормозить экономический рост. Результаты выборов покажут, какую же модель экономической политики поддержит большинство населения. Традиционный скандинавский социализм с сильной государственной ролью или же более либеральный курс. Для наших слушателей и зрителей канала подкаста «Нация» предлагается задуматься, как опыт Норвегии может быть полезен и применим в других странах, включая Россию, особенно в части баланса между справедливостью и экономической эффективностью. Ну а мы переходим к следующей теме, это масштабные антиправительственные протесты в Турции. Да, и снова протесты. Серьезное внимание сегодня привлекают и события в Турции, где продолжаются масштабные протесты против президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Протестующие выражают недовольство экономической ситуацией, ростом инфляции, ограничением свободы слова и репрессий. Антиправительственные акции проходят во многих городах, объединяя разные слои населения, от активистов и интеллигенции до рабочих и студентов. Власти реагируют на эти вот протесты силовыми мерами, что порождает новые волнения, и спираль продолжает закручиваться. Эксперты подчеркивают, что ситуация в Турции имеет не только внутренний, но также и региональный характер, так как страна играет ключевую роль в международной политике и, само собой, в безопасности. Для канала подкаста «Нация» важно понимать, что эти протесты – часть глобального тренда, когда общество во всем мире требует большей открытости, прав и, само собой, справедливости. Анализируя ситуацию в Турции, мы видим, как глобальные изменения отражаются в конкретных странах. Но мы переходим к следующей теме. И это европейские санкции против Лукойла и борьба за Арктику. Экономическая тематика также не теряет актуальности. Сегодня в центре внимания европейские санкции против крупной нефтяной компании Лукойл и усиливающееся внимание к арктическому региону. Евросоюз продолжает ужесточение санкций, чтобы ограничить энергетический экспорт России, одновременно развивая собственную политику в Арктике. Стратегически важном регионе с огромными запасами ресурсов и перспективами судоходства. Для России же это в свою очередь вызов и одновременно стимул к развитию альтернативных маршрутов и партнерств, особенно с Китаем и странами Азии. Канал подкаста «Нация» обращает внимание слушателей и зрителей на то, что экономические и геополитические стратегии в Арктике будут играть все более важную роль в глобальной экономике и безопасности
в ближайшие десятилетия. Какие же итоги мы сегодня с вами можем подвести? Сегодняшний обзор событий показывает, что мир продолжает меняться стремительно и довольно сложно, вне зависимости от военной тематики. Социальные протесты во Франции, Турции демонстрируют, что вопросы социальной справедливости, свободы и доверия важны для десятков миллионов людей. Парламентские выборы в Норвегии напоминают нам, что экономическая политика – это баланс между эффективностью и равенством. Это вопрос, который стоит на повестке дня не только у политиков, но и у каждого гражданина. Экономическое давление через санкции и динамика в арктическом регионе показывает, что глобальные вызовы требуют комплексных решений, новых союзов и новых стратегий. Для канала подкаста «Нация» это темы не просто новости, а отражение фундаментальных процессов, которые влияют на нашу с вами жизнь, будущее стран и мировую политику. Ну а вы будьте с нами, чтобы разбираться в важнейших событиях и понимать, что за ними стоит каждый день, честно и объективно. Что же объединяет все эти процессы, все эти затронутые сегодня темы? Это процессы изменений в вызовах социального равенства и политической системы, а также перестройка глобальных экономических и геополитических связей. Именно поэтому каждый зритель или слушатель, независимо от нации, должен размышлять над тем, что происходит, как это влияет на их жизнь и будущее. Спасибо, граждане. Подписка, колокол, комментарий. Вступайте в нацию думающих людей и думайте громко, но спорьте аргументами. Вы уже гражданин подкаста «Нация».